Всем привет, Артемий Троицкий, про Александра Башлачева. Теперь мы перенесемся уже, наверное, в начало 86-го года. Весь 85-й год Сашка Башлачев сочинял гениальные, потрясающие песни, разъезжал по разным местам, был и на Урале, был в Сибири, в Питере, там он, собственно, жил, был в Москве. Что я могу сказать про концерты Башлачева? Надо сказать, что, в общем-то, вам, конечно, всем сильно не повезло. Я имею в виду поклонникам Башлачева из числа тех, таких абсолютное большинство, кто его не видел. Потому что помимо гениальных песен, Башлачев еще был и потрясающим таким гиперэнергетичным харизматиком. То есть это надо было не только слышать ушами, это надо было видеть, это надо было чувствовать. И концерты Башлачева, при том, что он был один, с акустической гитарой, они, конечно, просто съедали человека заживо. Я второго такого феномена не встречал в своей жизни. И, кстати говоря, он таким образом производил впечатление даже на иностранцев, на людей, которые вообще не знали ни слова по-русски. Скажем, я привозил на его концерты Питера Дженнера, это такой легендарный английский менеджер, человек, который открыл в свое время Pink Floyd, был менеджером Марка Болана и T-Rex, менеджером Clash и так далее. И который, естественно, очень хорошо просекал все. Как он увидел Башлачева, он сказал, это вообще, это что-то запредельное. Я не знаю, о чем он поет, но это просто... Это фантастика. Или скажем, Джонни Браун из Band of Holly Joy. В общем, были люди, которые, не зная русского языка, тем не менее, абсолютно фанатели от Башлачева. И это было в первую очередь из-за его вот этой вот сценической, человеческой подачи, энергетики. Но вы знаете, наверное, что он абсолютно, он вот как настоящий шаман, он фактически впадал в такой полутранс во время своих концертов, забывал обо всем, он разбивал пальцы в кровь. То есть после каждого его концерта, настоящего концерта, гитара его вся была в крови. Не думаю, что это бывало когда-либо кем-либо еще из музыкантов, по крайней мере, среди тех музыкантов, кого я знал, нет. Такой самоотдачи, самопожертвования не наблюдалось. И вообще он был потрясающий, потрясающе красивый, светлый, невероятно обаятельный человек. Девушки его были все абсолютно. То есть тут вообще у него не было ни малейших проблем, он этим пользовался и правильно делал. Такая же история была с Владимиром Высоцким. Перед ним тоже все особы женского пола, вне зависимости от всяких деталей, падали штабелями. С Сашкой Башлачевым было примерно то же самое. В 1986 году это уже пошел второй год перестройки и гласности, атмосфера стала чуть более свободной. Я тогда всячески пытался Башлачева, что называется, продвинуть, раскрутить. С этой целью организовывались всякие мероприятия. Я помню, я устроил ему концерт, например, в редакции литературной газеты, которая тогда была очень авторитетным органом. Или потом устроили мы вместе с Анатолием Васильевым, знаменитым театральным режиссером, концерты Башлачева в театре на Таганке. Там, кстати, велась профессиональная звукозапись, которая потом вышла на нескольких альбомах. Игорь Тонких на своем лейбле «Фили» выпустил эти альбомы под названием «Лихо», по-моему, номер 1, номер 2 и номер 3. Я считаю, это лучшая запись Башлачева, потому что вообще, конечно, он был живым артистом, и все его студийные записи
к сожалению, это не то. То есть, когда он пел свои песни, не видя перед собой публики, не видя перед собой красивых девушек и так далее, в общем-то, как бы настроение у него было уже не совсем то. А там, на Таганке, к тому же это был дом его любимого Владимира Высоцкого, вот там вот он выложился на 100%. Ну и кроме этого, естественно, какие-то личные были истории тоже. Но, наверное, две самые запоминающиеся истории у нас были с Вознесенским Андреем Андреевичем, поэтом, и Пугачевой Аллой Борисовной, певицей. К Вознесенскому мы с ним поехали вдвоем. Это была зима, наверное, где-то январь-февраль 1986 года. Поехали мы на дачу к Андрею Андреевичу в Переделкино. Ну, мы с Вознесенским не то чтобы близко дружили, но были хорошо знакомы. Я его в свое время познакомил и с Гребенщиковым. Вот. А тут, значит, приехали мы к нему с Башлачевым, и он там был один во всей даче, где была Зоя, не знаю. И там было очень интимно, то есть очень было такое незначительное приглушенное освещение. Ну и Сашка, значит, стал ему петь песни. Естественно, на Вознесенского они произвели большое впечатление. Ушли мы очень поздно, чтобы не опоздать на последнюю электричку. И Вознесенский подарил ему книжку, сборник своих стихов с дарственной надписью, как сейчас помню, «Пусть никто не топчет ваше небо». И это, естественно, был отсыл к фразе Башлачева из песни «Лихо» как раз «Вытоптали поле, засевая небо». То есть Вознесенский он просекал, конечно. Ну и потом по телефону уже я его спрашиваю, ну как вам, Андрей Андреевич? Он говорит, ну потрясающе. Ну, все такое прочее. И там случилась еще одна неприятная вещь, поскольку там было очень темно. Ну, мы там, естественно, слегка выпивали. Сашка прислонил свою гитару там к чему-то, и она упала и сломалась. Сломалась его гитара, потом очень долго... Да, жил он у меня дома, и потом очень долго его эта разбитая гитара у меня лежала под кроватью. Потом я ее кому-то отдал, кому не помню. Но это вообще, конечно, музейный экспонат. Очень я жалею о том, что не сохранил или не передал в какое-то правильное место эту самую гитару. Ну, у Пугачевой было смешно. Там, значит, за нами с Башлачевым, не уверен, что по моей инициативе, скорее всего, по Сашкиной инициативе, за нами, значит, увязались Кость Кинчев и, кажется, Слава Задерий, то есть группа «Алиса». И пришли мы к Пугачевой, опять же, она была одна. Ее муж, Женя Болдин, зашел где-то там в районе полуночи, посмотрел ошарашенным, таким шокированным взором на то, что происходит, и тут же ушел, буквально через минуту. Вот. А так, значит, мы с Борисовной там впятером сидели, и, значит, сначала Башлачев пел свои песни, потом Кинчев пел свои песни, Пугачевой все очень понравилось, она им опять же там надавала всяких автографов. Вот такая вот была тоже интересная история. Тоже, я думаю, это было где-то вот зимой 1986 года. Примерно тогда же, то есть вот той зимой 1985-1986, Сашка написал большинство своих таких главных, самых монументальных песен. То есть это «Ванюша», это Егоркина «Былина», это «Пляши в огне» и это «Вечный пост». Песни абсолютно гениальные. Слава богу, что сохранились записи. Хотя, скажем, альбом «Вечный пост», который он записал на дачу у Саши Лепницкого, ну, на мой взгляд, он довольно вялый, поскольку они там со Славиком, звукорежиссером, очень много бухали и курили, то альбом такой получился скорее психоделический, а это была не совсем стихия Саши Башлачева. Это был «Живой уголок» консервированный, Артемий Троицкий. Всем пока!